This isn't the first time I've seen Russian jets taking off. But no matter how many times I hear the deafening whine of the engines, see them hurtling down the runway and tearing away from the ground, the sight never fails to impress. But I'm keen to find out more about the pilots flying the planes and learn what it takes to become a Russian ace. Гринки-то мы с удовольствием. Женя, всю жизнь бы ел гринки. Ешь, ешь. В следующий раз есть быть не сможешь. Ладно, давайте. Веди себя хорошо. Понятно? Маму слушайте. Вань, понял? А у Георгия глаза такие хитрые. Это пошло все из детства. У меня отец летчик-истребитель. И я, соответственно, также думал, что все отцы, они летчики-истребители. У меня отец летал сначала на МиГ-21, далее на Су-27. Я так получилось на МиГ-29. Ну, в принципе, не жалею. Самолет мне очень нравится. В своем классе очень хороший. Легок в управлении, решает много задач. Это какой у нас? Это Супер Хорнет F-18? F-18, да. Скороподъемность МиГ-29, 109 метров в секунду. Ну, на самом деле у нас побольше. На самом деле побольше, раза в 3. Это что, старый вариант самолета? Почему они так сильно ошиблись здесь в книге? Ну, эта книга не на специалиста рассчитана, наверное, а на простого обывателя. Круг, чтобы... да, Как я. Ну, самолет, конечно, у нас в своем классе один из лучших. Простой и дешевый. Да. А вы рассказывали, как вот товарищ из НАТО вот похвалил МиГ-29. да. Что удивлен он был. Ну, да? когда он спросил, на чем летаете, там сказали МиГ-29. Поймет, не поймет. Так у него удивление было такое неописуемое. Да? МиГ-29, что-то это, да не может быть. И вот... Не каждый самолет может этим похвастаться. То есть он может до какой-то определенной высоты лететь с разгоном вертикально. Вот недавно взлет же был, показывали по взлет МиГ-29 поразил там весь мир там вертикально. Да. Ну, да. хотя и вы вчера. Я помню, да. Есть такое. Но это все по телевидению, а вы же вчера воочию видели. Да, да. А современные самолеты, они просто издалека друг с другом воюют. Не, ну им всегда начинается дальний бой, конечно. Кто кого тут. Если не получилось, сближаются, переходят в ближний. Дежурным силам готовность 1. По цели 0548, цель высотная. Here at the standby unit at Khalina Air Base in Kursk, Leonid is one of the pilots on duty. An unidentified light aircraft has flown into Kursk airspace and he's been ordered to scramble his MiG-29 SMT to investigate. Leonid and his colleagues in Kursk serve in the Russian Air Force and are part of a legacy that stretches back almost 100 years. As well as defending the country's airspace, people and interests, the Russian Air Force's responsibilities include providing support to troops on the ground, reconnaissance and even detecting threats from space. But of course, they wouldn't be able to do any of this with the pilots not some of the best trained in the world. Back on the ground, it's business as usual for the rest of the team at Khalina Air Base as they listen to their daily briefing, which includes detailed weather information and emergency landing strips in preparation for today's training flights. Полеты начнем с доразведки. На доразведку пойду я и гвардии подполковник Панченко. Товарищи офицеры, с Богом по самолетам, счастливых полетов, мягких посадок. Для того, чтобы стать летчиком, это нужно огромное желание. Огромное желание, влюбленность на всю жизнь. В небо, в самолеты. У некоторых она на всю жизнь на первом месте. Но чтобы стать летчиком-истребителем, я так думаю, внутреннее состояние, которое может подвергнуть человека сделать такой необдуманный поступок, который впоследствии будет признан всеми. В некоторой степени истребитель это, я не побоюсь сказать это слово, это своего рода хулиган, это зачинщик, это лидер. И для него
Как бы не существует невозможного. Человек, который любит небо, самолеты и прежде всего свою родину. The relationship between a pilot and his plane is special. Each of the pilots that I met had their own pre-flight ritual they performed before getting in the cockpit and often thanked their plane afterwards for bringing them back in one piece. But as I learnt, the effectiveness of a pilot and his jet in the air depends largely on the work of the support teams on the ground. Khalina has a series of short and long-range radar stations that monitor air traffic around the clock. They help coordinate the pilots in the air and spot any intruders entering the airspace. Это пилотажные зоны, это район аэродрома, вот, который вот находится. Здесь вот посадочный курс, это схема движения на заход и на посадку. Вот это меточка от самолета. Вот одна, вот она вторая, и вот она третья. Это, в принципе, один самолет. Вот это все как бы контролируется. Мной и тем, кто там, офицеры боевого управления, руководители дальней зоны, ближней зоны, это вот наша зона ответственности. Ну, напряженная работа начинается, наверное, когда вот наведение, когда идет перехват, и когда идет боевая работа, скажем так. Это вот есть у нас офицеры боевого управления. Вообще, вот истребитель, это средство для достижения какой-то цели. Ну, вот сравнить, например, с наконечником стрелы или копья. Вот, вроде бы как копье, чтобы попало в цель, нужно что? И древко правильно вырезать, и натянуть этот лук правильно. Вот, ну а за этой самой, то есть может быть изумительно хороший лук, но в руках профана, естественно, ничего не получится. То есть за всем стоят люди. Если профессионал, значит все получится. Even today's modern fighters aren't immune to technical failures, and when this happens, the skills, training and professionalism of the pilots are more important than ever. Мистер Алексей, указ президента. А сам президент наградил? Не. Это старшее, как высшее звание и высших офицеров, тогда президента. У нас более низкая планка. А это неожиданно было для вас? Ну да, нас, представлять-то представляли, а насчет наградили, нет, это никто не знал. И вот у нас 22 ноября, получается, зима, построили на ЦЗТ на аэродроме, весь полк прилетел, самолет, командующий вышел, там капитан Нестеров, я же говорю, растерялся, стою молчу, я сначала, показалось, повторно, ко мне подошел, все дела. Награда, развернулся и улетел. Для этого прилетал. Борт целый. Для вас, да? Ну да. Но я удивлен, конечно, был. Так, приятно. Alexei had started his final landing approach one night when the left landing gear on his plane failed to extend. До взлета, при рулении от вибрации, открылся крышка заправочной пневмосистемы. Как раз на этом самолете представлена вот эта вот штучка. Да. Раньше она была вот этот поводок, он порядка 20 сантиметров. И вот он, соответственно, повис, и вот эту створку и между вот корпусом, скажем так, заклинило. И вот после этого пришла доработка уже, и на всех самолетах вот они сделали коротенькие. А почему вы не катапультировались? Ночь, местность болотистая, и, как сказать, много сухих деревьев с таким, типа громоотводов, вот такого вот типа. И там ночью просто небезопасно, там или такой расклад, или такой. Поэтому приняли решение сесть на полосу, на переднюю стойку, соответственно. Выработал топливо полностью, там, соответственно, привели все пожарные автомобили, там, доктора там и прочее. Готовность номер 1, и выполнили посадку. Там перелетел, правда, но посадка получилась мягче, чем обычно на колеса. Был, как сказать, небольшой мандраж после посадки, потому что когда чем-то занят, то оно и не страшно, работаешь. А потом, когда сел, уже так ручки-ножки затряслись. Вы не волнуйтесь. Да? Все, высоковато это время? Да. Сейчас будет нормально, потому что я вижу, вы волнуетесь. 120-80, это норма. Отлично. Могу летать. Having barely passed the medical, I was ready to get in the hot seat. Well, maybe not quite. Alexei had agreed to show me the MiG simulator, but first I had an important decision to make. А мы будем с пассажиром в этом разе или нет? Как удобно, можно пассажир. В следующий раз давайте с пассажиром. Окей. И отпускаем тормоза.
I thought the simulator would be a bit like a computer game, but I soon found the sheer amount of information pretty difficult to handle, and I hadn't long taken off when I received my first combat assignment. The pilot on the simulator next to me thought it would be fun to harass an Englishman in a Russian jet. So with the help of Alexei, I decided to give him a taste of his own medicine. А вот наш товарищ, да. Как ракету запускать. Так, и нужно вот его в эти ворота загнать. А может пойдем на таран? Вот захват и нажимайте гашетку теперь. Во. Вот. Это одна, сейчас посмотрим, собьем, не собьем. Подбили. Ну, играться здесь можно, конечно. Главное, чтобы командир не видел. Now comes the hard part. Выпускаем шасси у нас на себя и вниз. На себя и вниз, да. Чуть-чуть вправо довернуться еще надо. Закрылочки выпускаем. Плавненько, переводное снижение с вертикально порядка там 5 метров. О, да. Сели малый газ. Соответственно, выпускаем тормозной порошок и нажимаем тормозим. У вас даже неплохо получается. Вообще полностью. Ну все, в принципе, наши полеты конкретные закончились. Но я рад, что я не пришлось консультироваться. My hands had just about stopped shaking when Leonid returned to base. This time it was just a false alarm. An inexperienced pilot had unwittingly strayed into Kursk airspace. Ну, а вся наша работа — совершенствование и улучшение своих навыков, мастерства летного. Периодически вот ездим на учения. В прошлом году мы, истребительная авиация, принимала первый раз участие в данного рода соревнованиях. Авиадарс, он сам подразумевает, то есть стрельбу, как дротики, стреляя, в мишень кидают. Held in Ryazan as part of Russia's International Army Games, 2015 marks the third time the Aviadarts competition has taken place. This year, thousands of people filled the stands to see high flyers from Russia, China, Kazakhstan and Belarus take to the sky and strut their stuff in the hope of getting a place on the podium. As I take some time out to swat up on some of the fighters at Aviadarts, ground crews and pilots alike are busy learning flight paths and getting their planes ready for the competition ahead. All in all this year, over 100 pilots will be based at 3 air bases in the Kaluga, Ryazan and Bryansk regions. They'll be flying 12 types of plane and helicopter to compete in 12 categories, including jet fighter, bomber and transport aviation. And with the exception of the Chinese Zhan J-7 fighter bomber, all the teams will be flying exclusively in Russian planes. Leonid will be flying in his MiG-29 SMT and he'll be up against fighters made by Sukhoi. And to the untrained eye, I must admit they look pretty similar. Russia has 2 main families of air superiority jets, MiG and Sukhoi. At one end of the scales we have the MiG-29 light fighter, while the weight and size of the Su-27 class it as a heavy fighter. In recent years, development of the MiG-29 has slowed somewhat, while the Su-27 has undergone numerous modifications which have given birth to the Su-30 and Su-35. The Su-35 4++ generation fighter is the most advanced fighter currently operating in the Russian Air Force. Compared to the previous model, it features more powerful engines, increased payload capacity, a lighter, sturdier titanium alloy frame, and its advanced computer navigation and targeting systems means that unlike the Su-30, it only requires 1 pilot. The Mikoyan MiG-29's agility, maneuverability and spin resistance make it the aircraft of choice of the Russian Striji or Swifts aerobatic team. Formed in the middle of the 1980s at Kubinka, the team's first demonstration was in 1991 and they've been wowing crowds with their mastery of the skies ever since. Но мы летаем на обычных самолетах МиГ-29, они обычные строевые, отличаются они только своей раскраской. То есть на этих же самолетах мы летаем и на боевое применение. Часто бывает так, что мы прилетаем в какой-либо из полков на гражданском судне, далее берем их самолет и уже выполняем демонстрационные полеты на самолетах той части. То есть для нас не имеет значения, на каком самолете летать.
The opening ceremony of the Avia Darts competition featured spectacular displays from Russia's main aerobatic teams, who showed just what Russian aviation is capable of when the pilots are at the top of their game. The Strigi have put on over 50 shows a year for over their entire 24 years and have visited more than 25 countries around the world. And while the public were enjoying this performance, backstage, this year's competitors were walking through their flight routes, familiarizing themselves with their target locations and plotting their direction of attack. Because this is the last time we'll see all the pilots in one place before the prize ceremony. As well as Leonid from Kursk, pilots from one of Russia's strongest fighter schools, Lipetsk, will also be taking part in the event. Denis and Igor. Конечно, все соперники очень сильные. Тут не просто какие-то обычные летчики, там, лейтенанты, только прибывшие в часть. Здесь подготовленные люди, которые прошли отбор. Вот. И действительно есть многих к чему поучиться. Avia Darts is designed to test the full spectrum of skills and roles demanded of today's fighter pilots. All the participants will be marked on the tightness of their formation and the accuracy of their unguided rocket and cannon attacks. And as the teams take it in turns to strike their targets, Denis and Igor buckle up for the most demanding stage of the competition. The MiG simulator had given me a small taste of the stresses and pressures a jet pilot faces, and that was with my feet firmly planted on the ground. So I could only imagine what was going through Denis and Igor's minds as they took off for real. During the event, the teams used almost 400 rockets and 220 cannon rounds. A UAV equipped with thermal vision helped the judges and me observe the event, so I could see that Denis and Igor had done well. During a break, I went to inspect their target to one of the adjudicators, and take it from me, the range looked like a real battlefield. В качестве мишени у нас используется списанный самолет МиГ-29. Оценка происходит следующим образом. Прямое попадание ракетой или из пушки 100 баллов, ракетой в зачетную площадь 25 баллов, прямое попадание из пушки 100 баллов, каждый снаряд в зачетную площадь – это 10 баллов. Судя по количеству прямых попаданий наших ребят из Липецка, довольно хорошие шансы попасть на пьедестал. Да. It looked like Denis and Igor had the live fire stage in the bag. But as well as showing off their sharpshooting skills, on their way to the range, the pilots had to conduct a reconnaissance of the surrounding area and locate and identify a number of hidden targets. Так спрятали его хорошо, блин. Смотри, между двумя лесами. Видишь? Крест такой черный. И его только когда над ним видно его. Чуть справа, чуть слева не видно. Давай вот здесь поставим букву, да? I managed to catch up with Denis and his colleague Alan at their home base in Lipetsk 2 weeks before the competition. They even took some time out of their hectic training schedules for a friendly game of darts. В принципе, имеете ли дартс играть сегодня? Первый раз. Первый раз пробовал. Не, ну с детьми в детский дартс играешь. Такой. Опыт надо. Как-то все тут сложно, слушай. Нет, промазал. Так, отсутствие результата тоже результат. Да, вот здесь тоже наш флаг. Ага. Что-то он тебе не играет, не помогает. Не тебе. помогает. Я не люблю футбол, не смотрю. Дартс не умею играть. Да, но я лучше играю с пивом. Это вот игра для пабов в основном. Поэтому, наверное, у меня плохо получается. Да. Да, я вижу вот две доски. Нужно объединить. Так обидно. А вы какой вид дартса предпочитаете? Исключительно авиадарс. В авиадарсе точнее получается. В авиадарсе проще правила, чем тут. It turns out that Leonid, Denis and Igor have one thing in common. Как-то в 5 классе, где-то в 5-6 классе, отец мне дал книжку про летчиков-истребителей почитать. Ну, как-то меня особо эта тема раньше не интересовала. Ну, прочитал. И стало довольно интересно. Оказывается, отец тоже в свое время хотел стать летчиком, у него не получилось по здоровью. Он сломал ключицу. Да, и вот решил, думает, может, меня это заинтересует. Это вот мой отец.
Полковник Ткаченко Игорь Валентинович, герой Российской Федерации, заслуженный военный летчик Российской Федерации, летчик-снайпер. Фотография была сделана в Кубинке на каком-то из авиационных праздников. А это вот самолет, на котором он летал. Су-27. Пилотажной группы «Русские витязи». Igor's father had always dreamed of his son following in his footsteps and becoming a pilot. The same year Igor graduated from the academy, Colonel Igor Tkachenko was tragically killed in a mid-air collision with another Su-27. He and his team, the Russian Knights, were preparing for the MAX 2009 air show. Now I know that if I were in Igor's place, I would think twice about becoming a fighter pilot, and I wondered if that thought had ever crossed his mind. Нет, ни секунды сомнения не было, поскольку всю свою сознательную жизнь с самого детства я мечтал и стремился быть военным летчиком. И другой профессии себе не представлял даже. Unfortunately, I couldn't hang around with Alan and Denis all day playing darts. Both of them had training to do. Alan's teammates will be flying in two Sukhoi 30SMs, while Alan himself will be taking Russia's most advanced aircraft out for a spin, the Sukhoi 35S. The exercise has been specifically tailored to simulate the stress and unpredictability of a real combat situation. In today's exercise, Alan and the two other aircraft will have to repel an assault on the airbase from the air. The attacking force will comprise a mixture of over 20 planes, including fighters, bombers and attack aircraft, and they better keep their eyes peeled because they'll all be travelling at different heights, speeds and directions. As well as assessing the skills of the pilots and capabilities of their aircraft, Alan will also be giving his superiors feedback on the effectiveness of the training itself. And while Alan is busy fending off an attack in the air, Denis is getting ready for avia darts by honing his skills with virtual opponents on the ground in the Lipetsk Sukhoi 30SM simulator, which doesn't look to be any less exciting. Все. Цель поражена. Возвращаемся домой. As well as practical and virtual training, theory is an important part of a pilot's preparation. In addition to rockets and cannon, the pilots have some pretty impressive moves in their arsenal. Вот истребителю заходит в хвост истребитель противника, то есть оказывается сзади него подпуск ракеты либо стрельбу из пушки. И истребитель, значит, предпринимает маневр, значит, колокол, уходит резко с увеличением тангажа. Атакующий не вписывается, проскакивает либо лево, либо вправо, то есть уходит под его траекторию. И, соответственно, после зависания вверху на высоте и опускания носа, значит, летчик производит визуальный поиск цели и, соответственно, атаку его. The Sukhoi's thrust vectoring engine nozzle means it can perform gravity-defying moves, and the bell is just one of many evasive techniques that super-maneuverable aircraft such as the Sukhoi and MiG can employ to gain a tactical advantage in a dogfight. Alan's returned from his training flight having eliminated 9 of the 20 attacking planes, and judging from the smile on his face, he looks pretty happy with that result. And he's not the only one. In Ryazan, the results of Avia Darts 2015 are in, and the winners are about to be announced. Первое место. Российская Федерация. Войсковая часть 62632А. Город Липецк. Капитан Погодин, капитан Ткаченко. Второе место. Республика Казахстан. Капитан Абдишукир, старший лейтенант Бурковский. Третье место. Российская Федерация. Войсковая часть 45119. Город Курск. Майор Проказин, капитан Ломалов. Russia came first overall in this year's Avia Darts, with Kazakhstan coming second and China taking bronze. And for Denis and Igor, it looks like all that hard work paid off.
And for today at least, Denis will be swapping his Su-30SM for a somewhat slower vehicle, but I don't think he minds. Back in Kursk, Leonid also won a car in a special nomination for the precision of his flying, and he's also earned some downtime to enjoy a barbecue with his family. Дети. Смотрите на меня нормально. Женя, ты где спряталась? Жень. Вот. Человек, который выбрал профессию стать военным, но я считаю, он сам себе не принадлежит. Человек государственный. Я об этом не задумывалась, когда мы там встречались. И я стала, наверное, задумываться, когда родились дети. Я тогда, наверное, только осознала, что какая сложная у него работа. И это не гордость, это, я бы сказала, переживание. I was surprised by how down-to-earth and modest the pilots I had met were, given the huge responsibilities they bear. And while Leonid takes a well-deserved break, the Russian Air Force doesn't have that luxury. And life at air bases throughout the country goes on as the pilots and their planes go about their work as usual. Не, ну всегда начинается дальний бой, конечно, кто кого тут. Если не получилось, сближаются, переходят в ближний. Дежурным силам готовность 1. По цели 0548, цель высотная. Here at the standby unit at Khalina Air Base in Kursk, Leonid is one of the pilots on duty. An unidentified light aircraft has flown into Kursk airspace, and he's been ordered to scramble his MiG-29 SMT to investigate. Leonid and his colleagues in Kursk serve in the Russian Air Force and are part of a legacy that's... Товарищ из НАТО вот похвалил МиГ-29. Что он сказал? Был. Ну, когда он спросил, на чем летаете, там сказали МиГ-29. Поймет, не поймет. Так у него удивление было такое неописуемое. Да? МиГ-29, что-то это, да не может быть. Не каждый самолет может этим похвастаться. То есть он может до какой-то определенной высоты лететь с разгоном вертикально. Вот недавно взлет же был, показывали по взлет МиГ-29 поразил там весь мир там вертикально. Да. Ну, Да. хотя и вы вчера. Я помню, да. Есть такое. Но это все по телевидению, а вы же вчера воочию видели. Да, да. А современные самолеты, они просто издалека друг с другом воюют. Жень, тебя касается. Все Не съел. переверните чашечку. Скажи, гринки, так мы с удовольствием, правда? Женя, смотри, всю жизнь бы ел, говорю. Ешь, ешь. В следующий раз есть будет не сможет. Ладно, давайте. Веди себя хорошо. Понятно? Маму слушайте. Мать, понял? А у Георгия глаза такие хитрые. Это пошло все из детства. У меня отец летчик-истребитель. И я, соответственно, также думал, что все отцы, они летчики-истребители. У меня отец летал сначала на МиГ-21, далее. This isn't the first time I've seen Russian jets taking off. But no matter how many times I hear the deafening whine of the engines, see them hurtling down the runway and tearing away from the ground, the sight never fails to impress. But I'm keen to find out more about the pilots flying the planes and learn what it takes to become a Russian ace. Давайте, бери. На Су-27. Я так получилось на МиГ-29. Ну, в принципе, не жалею. Самолет мне очень нравится. В своем классе очень хороший. Легок в управлении. Решает много задач. Это какой у нас? Это Супер Хорнет F-18? F-18, да. Скороподъемность МиГ-29, 109 метров в секунду. Ну, на самом деле у нас побольше. На самом деле побольше, раза в 3. Это что, старый вариант самолета? Почему они так сильно ошиблись здесь в книге? Ну, эта книга не на специалиста рассчитана, наверное, а на простого обывателя. Круг, чтобы... да, как я. Ну... Самолет, конечно, у нас в своем классе один из лучших. Простой и дешевый. Да. А вы рассказывали, как вот